То есть так-то вообще все, как я люблю. Тык-дык. Вот такая система. Бамс. И вытаскивайся. Положил. Что у меня там? А там такая начатая история. Вот она, что мне надо. Идем сюда. Это Бинелли. А это Линер. Тык. Иди сюда. Иди сюда, Линер. И что-то я могу делать радостно. Что мне нужно? Что тут я иллюстрировал, чтобы отправить клиенту. Делаем коррекцию, фоткаем, отправляем. Всем привет! Вы когда-нибудь пытались подобрать скетчбук к пиджаку? Я вот сегодня вечером озадачился этим вопросом и пум-пум, что-то купил. Сначала проблема. То есть я могу взять вот такой скетчбук, это удобно, я сую его в карман джинсов, это формат А5. И он куплен в итальянском магазине Tiger. Стоит 1,5 евро. Бюджетно, просто быстро, интересно, круто. И вот как раз дико рабочая ситуация, которая меня сподвигла к покупке нового скетчбука. Это такой маленькая идея, маленький концепт, который мне нужно было срочно сделать и отправить. Показать клиенту. Клиент далеко, это какой-то остров, это очень далеко. И у него крутой вид такой с потрясающего склона на море. И мне нужно было взять идею и срочно положить ее на лист. У меня вот в моем распоряжении был вот такой вот скетчбук и вот такая вот штука. Вот такой линер. Вот такой, микроновский. Микроновский, я 100 раз говорил, он классный тем, что может писать острым углом и широким углом, и получается вот такая вот графика. Это, эффектно. И что произошло? Я эту идею нарисовал, то есть я рисую то, что есть вот здесь в голове. Те идеи, которые бьются с задачами, с контекстом и каким-то образом работают. Это первая история. И потом, я думаю, мне не очень удобно это было делать. То есть то, что он маленький, носить его классно. А вот рисовать в нем как-то, все, рука, не умещалась. Я думаю, мне нужен чуть побольше. Но я все равно не хочу, чтобы это была вот такая большая история. Вот эта история формата А4 или носишь в руках, такой серьезный, молодец. Но для серьезности лучше формат А3. Вот это формат А4, это не так внушительно. А3 внушает. Это прям... Я, может, потом в каком-нибудь видео расскажу, как это внушительно выглядит, как это было на стройке в 2015 году в Милане. Милан Экспо. Мы там участвовали, я был в составе студии итальянской архитектурно-пейзажной Габриэле Филиппини и Ольги Москвиной, и ходил такой ходил черный плащ, да, и с таким ноутбуком, не ноутбуком, скетчбуком, и это было впечатляюще. И там такие анекдотические даже происходили элементы. Это к слову о том, что скетчбук может делать с вами как аксессуар. Но эти истории, я думаю, будут тогда, когда я буду рассказывать про большой скетчбук. Для того, чтобы про большой скетчбук рассказывать, мне нужно купить большой скетчбук, а я еще не купил. Я вот купил формат А4, формат А5 у меня давно из Италии лежит. И вот сегодня ломанулся за таким скетчбуком, который может влезть в карман моего пиджака. То есть он уже может быть такой плюс-минус не маленький. И вот в карман пиджака могу положить, значит, я могу носить его с собой. Я постоянно в пиджаке, очень люблю. А покупать его поехал без пиджака, и в этом драматизм. Купил, приехал, и давай примеряться. И нифига не подходит, вообще не подходит, и проблема. В общем, покажу, какой. Он такой, прям я его покупал на грани того, что вот, что это может влезть, может ли оно вообще влезть. Это Canson. Вот такой. Канцены очень люблю. Канцены суперские скетчбуки. Драматизм в чем заключается? Я беру, прихожу домой и пытаюсь сделать вот это. А и нет. Теория была в том, что я могу его сюда засунуть, и это будет работать. А оно не работает. Я, в общем, чуть ли не порвал карман пиджака. Выяснилось, что он туда залезает. А вот сейчас на видео как-то не очень хочет.
не очень хочет. Ну, в общем, или я его в другой карман засунул. Ну, тут развивалась такая бурная, драматическая ситуация. В конце концов, запихнуть его удалось. Но я так подумал, что я не готов постоянно это делать. Я, в общем, не хочу страдать таким образом. И мне придется или... Слушайте, я не могу засунуть. Но, в общем, я его засунул туда. И вытягивать тоже приходилось с трудом. И он немножко как бы перевешивал. То есть своей тяжестью, он естественности того, как сидит пиджак, мне было некомфортно, неестественно. Но сам формат мне понравился. Я уже начал его пробовать. Вот дальше покажу, там, как он работает с другими, с инструментами, материалами. Ну, в общем, что получилось дальше? Получилось как-то так, смотрите. Я просто надел другой пиджак, он у меня больше там для каких-то строительных историй, когда я еду на объект, или больше там в путешествии, больше бытовая история. И оказалось, что, смотрите, тыдым. Опа, все. И если в тот пиджак он не залезал полностью, то здесь, опа, все полностью. Круто. То есть вообще даже нет никакой проблемы. Я подумал, это идеально. Это просто, идеально. Потому что я все время имею на кармане вот эту вот штуку. И реально удобно. То есть это намного лучше, чем вот это. Не так превосходно, как вот это. И, конечно, не столь великолепно, как скетчбук формата А3. Но вполне себе приемлемо. Ну и я начал тестировать, начал пробовать, как он рисует. Нет, сначала расскажу, если вы решите покупать эту штуку. Это Canson Artbook One. Это 100 грамм на метр плотность бумаги. И в сантиметрах это 14 сантиметров на 21,6 сантиметра. Это вот такой формат. По толщине, наверное, сейчас скажу, сантиметра 1,5. Бумага прям чистая белая, отличная, все с ней окей. Не молочная, как, например, в моем Art Creation. Белая. Все-таки я больше люблю белую. Молочная мило, и я пользовался этим, но белая все-таки топ. Сначала немного кофе и тестирование в полевых условиях. Ну, в общем, вот еду. Вот скетчбук на кармане. Сейчас ширик включу. Вот он. Вот так примерно это все выглядит в моем случае. Ну как, удобно. И сразу приятно, что ничего в руках там кроме кофе нету, сумки с собой нету, а нормальный скетчбук на кармане с собой есть. И в принципе я раскрываю этот скетчбук, и у меня нормальный формат А4. Ну как бы так-то А5, ну а так А4. Браво. То есть так-то вообще все как я люблю. Тык-тык. Вот такая система. Бамс. Вытаскивайся. Положил. Что у меня там? А там такая начатая история. Вот она, что мне надо. Идем сюда. Это Бинелли. А это Линер. Тык. Иди сюда. Иди сюда, Линер. И что-то я могу делать радостно. Что мне нужно? Что тут я иллюстрировал, чтобы отправить клиенту. Делаем коррекцию. Фоткаем, отправляем. Вокруг, понимаешь, природа и урбанистика. Как там, кто знает этот пейзаж великолепный? А ты немножко делаешь вот такую вот штучку. Радость, кайф и восторг. Подкорректировал, убрал линер радостно. Тык-тык. О, Бинелли. Иди сюда. Вот так будет. Взял скетчбук. Тык-тык. Засунул. Готов. Взял колесо. Окей. Готово ехать. Взял кофе. Супер. И туда. Что-то, я думаю, может быть, выбрать место где-нибудь без людей и попробовать рисовать, пока еду на нем. Это забавно. Ну, в принципе, там телефон пориться можно, что-то не порисовать, эскизы. Любил плиты, когда ходил тут пешком.
но когда ездишь на колесе, тут некоторые моменты есть, которые очень хочется больше выровняли, чтобы... Превосходная локация, превосходный вид, превосходная архитектура. В продолжении темы люблю зависать на таких вот фрагментах архитектуры любимой моей петербургской и немножко так потупить, потусить. И что происходит? Кофе есть, скетчбук, тык-дык, растопыриваем, не та сторона. Ну, в общем, вот, бумага белая, бумага супер. Смотрится все вот таким образом. Тыдын. Вот один из проектов текущих. Какие могут быть проблемы? То, что она немного пробивает на другую сторону. Мне, в принципе, не проблема. Прошлый Кэнсон делал так же. С этой стороны я рисую свой эскиз. И вот эта вот белая бумага с немного пробивающимися моментами становится как такая почти текстура. Текстура для рисунка, который здесь происходит. Ну, сейчас, например, нарисую что-то. Беру Бинелли. Тык-дык. И делаю какой-то, допустим, что-то с деревьями. Такая история. Такая история. Такая история. И смотрим, проблема ли для вот этого вот рисунка то, что с другой стороны видео что-то, с другой стороны листа что-то видно. По-моему, вообще никакой проблемы. Ну, возьму еще линер. Вот, на ветру. Надеюсь, моя Бинелли не улетит, это будет драматично. Линер, делаю интенсивные пятна, как я рассказываю обычно в моих видосах по технике скетчинга, и получаем такую симпатичную штучку. Линер, как видите, такой тоже специальный, долото. Тоже его постоянно рекомендую, человечка для самоштабности. И смотрим результат. Пробивается, но вот этому рисунку вообще не мешает. Вот я постоянно так делаю, у меня никакой проблемы нету. Рисовальные ручки, инструменты, карман, скетчбук, тытын, захлопнули его туда, бумс, кофе берем, наслаждаемся пейзажем. Вот такой рабочий процесс. Ну не офигеть ли, как я это люблю и просто прям обожаю. Вот таким образом можно использовать всю эту технику скетчинга, и работает прям отлично. Проверено на разных странах, на разных проектах, в разных условиях, в разных ситуациях. Работает огонь. Все очень просто, очень логично, очень ясно и супер практично. Уроки по моему типографии смотрите в описании к видео, на сервисе Гуски, подписывайтесь. Смотрите, кораблик поплыл. Какая красота, балдеж просто. Смотрите, тут сейчас выложены полезные плейлисты с видео, тоже можно смотреть, очень полезно. Ну и ставьте лайк этому видео. Меня зовут Эдуард Кучихин. Всем чао-чао, хорошей практики. Браво, чао.